Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя, вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждый день, посмотрим, что же посоветуют нам карты Таро на завтра. Что же важно для вас знать завтра? Первое, что хочу сказать, ждет вас поиск решений. Вы по какой-то причине не видите решения задачи, вы не видите выхода из определенной из какой-то волнующей вас ситуации. У вас недостаточно, может быть, информации. Если это касается межличностных отношений, это ваши подозрения, и они вам мешают. Подозрение – это неуверенность в себе. Любые подозрения. Если вы кого-то подозреваете в чем-то, вы не забывайте, что это ваши мысли, это ваш настрой, и вы действительно можете притянуть неприятные события в связи с вашими мыслями. Поэтому будьте с этим осторожны. Тут информация есть, если это, тут может касаться не только межличностных отношений, просто ярко увидела у кого-то из вас подозрение партнера. Смотрите, подозрению рознь, и если вы будете на этом концентрироваться и циклиться, действительно притянете причины для подозрений. Поэтому подумайте об этом. И прежде всего, это, если вы подозреваете кого-то, надо изменить какое-то свое отношение, прежде всего, к себе. Если уже говорить не об отношениях, а о других сферах жизни, там работа, карьера, бизнес, вы ищете помощи и считаете, что вы сами не сможете решить эту задачу или проблему, или разрешить ситуацию, но тогда просите о помощи. Не просто думайте об этом, а просто попросите о помощи. Помощь рядом. Помощь всегда придет, только знайте, что надо просить. Вот так, как-то так. Это точно так же и по здоровью. Если беспокоят какие-то симптомы, у вас страх еще какой-то идет. Но дело в том, что ранняя диагностика намного лучше, чем когда болезнь развивается. Помните об этом. Давайте посмотрим, что же еще хотят вам посоветовать карты. Кстати, карты говорят о том, что ваши подозрения беспочвенны. Потому что вот если это личные отношения, особенно вот тут я вижу для девочек, и тут же еще идет символика в картах. Девочки, беспочвенны ваши подозрения, ваша ревность, если таковая существует, потому что мужчина к вам лицом, мужчина вот все, что у него есть, готов отдать вам. А может быть, он занят. Вот тут я вижу очень, может, он занят, потому что по шестерке жезлов это может быть успешная работа, успешный бизнес, а когда идет успешный бизнес, успешная работа, она занимает время. И, соответственно, да, действительно, может быть, вам не хватает внимания от этого человека. Самое интересное, что вижу я это у девочек. А у мальчиков, я могу вам сказать, все-таки уделяйте больше внимания вашей девочке. Ей вот почему-то у нее есть какие-то не проблемы, это именно какие-то установки. Может быть, это еще у нее идет и из детства. Может, так ее воспитали, и у нее вот этот страх и неуверенность в том, что вы с ней. И это может касаться как семейной пары, так и тех, кто встречается. Поэтому все-таки старайтесь уделять немножко больше внимания вашей партнерше.
Вот. А вот для девочек я просто вас успокаиваю и говорю, что беспочвенны ваши переживания, беспочвенна ваша неуверенность, мужчина с вами. Все, отношения. Что-то сегодня увидела именно отношения. Если говорить о всех других сферах жизни, беспочвенные страхи насчет болезни, но все-таки займитесь своим здоровьем, и болезнь отступят симптомы, потому что я тут не вижу болезни, скорее всего, это психосоматика. В работе найдете, самое интересное, что вот, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет, вот эта песня, вот эти все крылатые фразы до сих пор в нашем лексиконе. Вы найдете ответы на ваши вопросы, и ситуация изменится в вашу пользу, именно даже в пределах одного дня. Будете, образно говоря, праздновать победу над проблемой. Это единственное, что это может быть не полное решение, не полный результат. Надо будет еще что-то делать дальше, потому что это всего лишь шестерка. И шестерка говорит, что уже как бы половина пути пройдена, и уже идут результаты. А если мы говорим о том, что вы искали выход из ситуации, вы его увидите, но эта карта говорит о том, что еще надо будет что-то делать. Ну и еще один совет. Прекрасно, прекрасно. Найдете, кроме того, что вы найдете выход из ситуации, кстати, для некоторых из вас, я вот по этой карте, вы переживали за финансы. Если вы переживаете за финансы, да, может быть, не в том объеме, который вы бы хотели, но улучшение финансового положения у вас на пороге. Если даже не в этот день. И эта карта говорит еще о том, что все-таки ваше внутреннее состояние поменяется, может поменяться, и вы почувствуете больше уверенности, вы почувствуете больше доверия к себе, к другим, и, соответственно, в ваших руках улучшение вашей жизни. И не только в пределах одного дня.